Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. Сегодня у нас на повестке дня подтверждение даты выхода следующего весомого обновления от продакшн-директора студии Arrowhead. Триумфальная победа управляемой демократии над машиной пропаганды Легиона. Микропатч от 19 мая с исправлением звукового движка, а также другие наиболее интересные новости. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, мы начинаем. Сегодня, 19 мая, состоялся выход небольшого обновления звукового движка Wwise, которое призвано устранить некоторые старые баги со звуком, например, его пропажу после нескольких высадок или искажения в пещерах миров Ульев. Также было проведено техническое обслуживание бэкэнда, которое планово продлилось с 11 до 13:00 по московскому времени. На данный момент работоспособность сети эсминцев полностью восстановлена, однако, как сообщает командование, в ближайшее время планируется еще один сеанс тех работ, о которых будет сообщено дополнительно в нашем самом свободном и демократичном телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные уведомления и новостные передачи с Суперземли. Что касается релиза более весомых нововведений, продакшн-директор студии Arrowhead Алекс Болл недавно высказался о периоде выхода новых обновлений и исправлений багов на всех платформах. Он подтвердил, что команда придерживается 6-недельного плана выпуска патчей, согласно ранее опубликованному контент-плану. Именно мы стараемся придерживаться 6-недельного цикла, насколько это возможно. Иногда мы добавляем контент позже, уже после выхода патча. Прямо сейчас одни команды все еще работают над предстоящим обновлением, а другие сосредоточены на следующих. Исходя из этого, следующий более-менее крупный апдейт с новым варбондом, биомом и прочим обещанным контентом стоит ждать во вторник, в пределах с 9 по 16 июня, а его тизер на неделю раньше. Также, по словам Болла, разработчики сосредоточены на поиске и решении различного рода недоработок, в том числе и мелких. Мы постепенно увеличиваем время на завершение обновления, исправление новых и существующих багов, оптимизацию, локализацию игры и так далее. Оказалось, что мы исправляем больше проблем с прошлого октября, когда мы увеличили время на завершение обновлений. Оглядываясь на последние патчи, отмечу две вещи. Первое – это были регулярные небольшие улучшения, а не одно уникальное обновление с множеством исправлений. Вторая – я хочу, чтобы мы лучше сообщали вам об этом в списках изменений. Если смотреть на панель с отчетами об ошибках, это похоже на смерть от 1000 порезов. Есть много мелких багов, которые влияют на ваш игровой опыт, и мы активно работаем над тем, чтобы уделять больше времени исправлению ошибок, о которых вы сообщаете на Reddit, в Discord и так далее. То же самое касается Xbox дайверов. Жалобы на частые вылеты были услышаны. Студия уже работает над исправлениями для этой платформы и скоро выпустит их в релиз. Мы готовим исправления для Xbox, которые появятся совсем скоро. То, о чем вы рассказываете, возможно, связано с производительностью или памятью. Мы тоже работаем над этим. Говоря о других известиях, борьба с вражеской пропагандой увенчалась огромным успехом. Совершив мощный рывок с Чухи на Матар-Бэй, а после на Мейсу, хеллдайверы уверенно выдернули шнур лжи и дезинформации из розетки механо-социалистической тирании, освободив один из важнейших узлов связи Легиона киборгов. В пределах этого комплекса команды Министерства правды обнаружили огромные запасы сфабрикованных данных и целые съемочные площадки, используемые для манипулирования разумом, а также конфисковали большое количество пропагандистских материалов. Чтобы закрепить торжество управляемой
управляемой демократии над никчемными врагами государства, мы с энтузиазмом затыкали их по всем фронтам в количестве более 10 миллионов, используя только один истинный флаг, как и хотело высшее командование. Применение данной стратегемы продемонстрировало неуязвимость управляемой демократии и ее священных символов, а также вдохновило граждан Федерации удвоить свою бдительность в борьбе с манипулированием. Не менее значимой наградой за выполнение этой патриотичной стратегической возможности стали каноничные 500 килограмм свободы на борту «Орла-1», выданные всему флоту в качестве 5-й стратегемы, вплоть до середины дня 20 мая. Дополнительно в официальном дискорде Helldivers 2 проходил мини-ARG-ивент, в рамках которого весь личный состав должен был пройти проверку на преданность Федерации Суперземли. Как гласит текст оповещения от комьюнити-менеджера Баскинатор, приказ сообщества: боритесь с вражеской пропагандой. Граждане, покажите галактике, что вами нельзя манипулировать. Примите антипропагандистскую клятву. Для участия в этом событии необходимо было отправить в любой из чатов официального дискорда игры указанную команду и дождаться своей очереди, чтобы пообщаться с офицером по демократии и пройти тестирование. После удачного или неудачного прохождения задания статус каждого хеллдайвера выносился на всеобщее обозрение. Возвращаясь к событиям, произошедшим на карте Второй Галактической, подразделение конфискаторов решило воспользоваться ситуацией на фронте и подло напасть на планету Рирга-Бэй. К сожалению, удержать эту позицию от очередной атаки нам не удалось. А вот дела на стороне автоматонов и терминидов идут отлично. Мы в очередной раз спасли планету у колодца Вернона благодаря взятию нескольких мегаполисов, а также отбили планету Терек от фашистских поползновений космических тараканов. Более того, жукодайверы вошли в раж и собираются совершить блестящее окружение сразу 2 планет, вернув под крыло Федерации планету Сирус. Этот тактический мув позволит силам ВССЗ обосноваться на Астерра и Хиит, подавить сопротивление противника и начать автоматическое освобождение обоих этих рубежей, как это происходит на Мэнкенте. Уже весьма внушительный список известных багов пополнился еще 2 позициями, а именно проблемой с использованием китайского или японского языка, что может препятствовать движению и управлению в игре. Плюсом было выявлено, что на некотором вооружении настройка запоминания функций оружия может работать некорректно. Далее мы переходим к актуальному личному приказу на ближайшее время и постоянной рубрике комментариев от подписчиков. Личный приказ на ближайшие сутки: уничтожить 400 любых представителей автоматонов. Пробил час ваших лучших комментариев под прошлым видео. Первым на сегодня стало сообщение от Ильи Рейтона. Кстати, по поводу незавершаемой незаконной передачи. Как оказалось, башня перестала считаться полностью уничтоженной, даже когда уничтожена, ибо фонари на столбе могут остаться висеть в воздухе, и вот этот клочок башни игрой все еще считается цельной конструкцией. Достаточно сломать то, что осталось, и доп. Миссия завершится. Подтверждаю, сам лично столкнулся с этим багом во время прошлого субботнего стрима. Отстрел висящего в воздухе фонаря или старый добрый подрыв всего вокруг рюкзаком-ядеркой помогают в выполнении этого задания, пока не вышел официальный фикс. Далее по списку Мурило Бенисио. Можно также сделать, как в Call of Duty, чтобы оружие ближнего боя выбиралось на зажатие кнопки, отвечающей за атаку в ближнем бою, насколько я помню, нажатие на правый стик. Данный вариант, как и прочие, уже был предложен разработчикам, но пока что ответной реакции не наблюдается. И последний на сегодня комментарий оставил Андрей Крон. Все жду в ССЗ Warbond с возможностью вызова отряда. Туда же можно и БТР запихнуть. По теме релиза Warbond в тематике ВССЗ известий нет, а вот БТР должен быть добавлен в одном из
следующих крупных сюжетных обновлений вместе с очередной порцией нового контента. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой эцкодесантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.